Всем привет, мои дорогие зрители! Я к вам с новинкой. Нас уже сложно удивить салатом со свеклой, но молодая свекла с апельсином и яйца в хрустящей сырной корочке вас точно покорят. Это невероятно вкусно. Давайте готовить. Начнем со свеклы. Хорошо ее промываем, добавляем немного соли, поливаем оливковым маслом, заворачиваем каждую в фольгу и отправляем запекаться до полной готовности. Теперь займемся красным луком. Нарезаем его тонкими полукольцами. А здесь небольшой секрет. Маринуем лук в свежем апельсиновом соке. Он действует мягче, убирает лишнюю горечь, сохраняет хруст и придает потрясающий аромат. Если апельсин сладкий, просто добавьте ложку лимонного сока. Оставляем на 15 минут. Запеченную свеклу достаем из духовки и очищаем. После запекания в фольге шкурка отходит очень легко. Нарезаем ее средним кубиком. Я использую волнообразный нож, чтобы нарезка смотрелась объемнее и красивее. Перекладываем в миску и сбрызгиваем оливковым маслом. Это важный шаг. Масло обволакивает кусочки, словно запечатывая их, и свекла не так сильно окрашивает остальные ингредиенты в салате. Апельсин очищаем от кожуры, косточек и белых пленок. Чистую мякоть нарезаем крупными кусочками. Маринованный лук откидываем на сито. Оставшийся сок не выливаем, на его основе мы сделаем соус. К соку добавляем оливковое масло, мед, соль, зернистую горчицу, бальзамический соус, немного лимонного сока. Все тщательно перемешиваем, и соус готов. Для подачи идеально подойдет прозрачное блюдо. Первым слоем выкладываем свеклу, распределяем ее и слегка поливаем соусом. Уже выглядит очень аппетитно. Далее выкладываем маринованный лук и кусочки апельсина. Он придаст салату приятную сочность и идеально сбалансирует сладость свеклы. Равномерно распределяем чистую и обсушенную рукколу и поливаем ее оставшимся соусом. Переходим к главному украшению салата. Твердый сыр натираем на средней терке. Вареные яйца разрезаем пополам. На сухую разогретую сковороду выкладываем твердый сыр небольшими кучками. Как только он начнет плавиться, кладем сверху половинку яйца, слегка прижимая. Жарим около минуты до румяной корочки, затем аккуратно переворачиваем и держим на сковороде еще 30 секунд. Так хрустящая сырная корочка придает яйцам невероятный вкус и тот самый аппетитный хруст, который делает блюдо незабываемым. Даем яйцам слегка остыть и завершаем ими наш салат. Вы только посмотрите, какая необычная красота получается. Финальный штрих – легкая сеточка бальзамического соуса.
Салат получается невероятно вкусным, эстетичным и с очень интересной подачей. Сочная свекла, сладость апельсина, пикантный маринованный лук. А чего стоит эта аппетитная сырная корочка? Сочетание просто великолепное. Обязательно попробуйте приготовить этот салат. Сохраните рецепт, чтобы не потерять, и обязательно поделитесь в комментариях своими впечатлениями. Приятного аппетита!